Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале HR Конструктор. Меня зовут Сергей Кимяев. И в этом видео я покажу технику выполнения стрижки сессон. Именно ту технику, которая обучает в одноименных академиях по всему миру. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много деталей и нюансов, о которых не знают даже многие преподаватели. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы узнать о новых видео первыми. И, пожалуйста, не забывайте ставить лайк. Поехали! Делаем деление как на видео. Центральный вертикальный пробор, пробор от уха до уха через точку распада. На височно-боковых зонах выделяем диагонали от лица. В нижних затылочных зонах выделяем выгнутые диагонали от лица. В середине нижнего затылка должен получиться полукруг. Начинаем с височно-боковой зоны. И тут нам нужно понять, какой длины и какой формы будет вся наша стрижка. Именно первой прядью мы зададим длину и форму всей стрижки. Стандартное решение — это когда линия от мочки уха до переносицы. Но опять же, все по желанию клиента. Распределение пряди — натуральное падение. Угол подъема на один палец. Линия среза визуальная с удлинением от лица. Срез ровный. Далее переходим к затылочной секции. И тут мы должны продолжить нашу линию. Распределение пряди — натуральное падение. Угол подъема 0 градусов на расческе. Линия среза круглая, повторяющая нашу выгнутую диагональ. Срез ровный. Таким образом, от контрольной пряди мы создаем линию с удлинением от лица и плавно закругляем ее к центральному пробору. Переходим к противоположной височной зоне. Тут нужно ориентироваться также на контрольную с противоположной стороны и визуально с помощью расчески и зеркала намечать длину, которую будем задавать. Лучше сделать чуть длиннее и подогнать при сверке баланса, чем закоротить и начать укорачивать ранее подстриженную сторону. Обязательно после того, как сделали срез, проверяем баланс. В левой затылочной секции у нас уже две контрольные. И тут мы также между двух контрольных создаем линию с удлинением от лица и плавно закругляем ее к центральному пробору. Вот мы создали первую контрольную прядь по всему периметру, от которой будет выстраиваться вся форма. Обязательно перед началом создания формы нужно убедиться, что контрольная с обеих сторон одинаковая. Проверьте баланс, покрутите клиента перед зеркалом, отойдите в сторону и посмотрите на весь силуэт. И только после этого приступайте к созданию, иначе стрижка может получиться неровной. Это очень важный момент создания этой формы. Проверили и приступаем к созданию. На височной зоне мы выделяем параллельную диагональ от лица. На затылочной зоне также выгнутую диагональ от лица. Начинаем с виска. Распределение пряди по-прежнему натуральное падение. Подъем на один палец. Линия среза по контрольной с удлинением от лица. В затылочной зоне теперь распределение пряди Т-образно пробору, перпендикулярно. Угол подъема 45 градусов. Линия среза круглая, повторяющая форму головы, но не короче захватываемой нижней пряди. Далее используем ту же технику. Выделяем пряди перпендикулярными диагоналями от лица, распределение натуральное падение, подъем на один палец, срез ровный по контрольной. В затылочной зоне то же самое. Выгнутая диагональ от лица, распределение Т-образно пробору, подъем 45 градусов, срез ровный по контрольной. Не забываем увлажнять волосы, так как мы знаем, что сухие волосы на 5% короче. И чтобы получить ровную форму, волосы перед срезом должны быть равномерно увлажнены.
Вот тут уже виден наш силуэт полукруга. Последнюю прядь в правой лицевой зоне мы также распределяем в натуральном падении и делаем ровный срез по контрольной. В затылочной зоне последнюю прядь мы уже тоже распределяем в натуральном падении. Угол подъема 45 градусов, срез ровный по контрольной. Переходим к противоположной стороне. Тут я уже простригу секции по отдельности. Сначала лицевую, потом затылочную. Использовать я буду ту же технику. Распределение натуральное падение, подъем на один палец, срез ровный по контрольной. Когда вы будете выполнять эту форму впервые, я рекомендую все секции стричь одновременно, поэтапно поднимаясь к точке распада. Таким образом вы точно не потеряете баланс. А когда уже второй и третий раз, то можно и по отдельности каждую секцию, на ваш выбор. Главное, чтобы первая контрольная была задана правильно. Переходим к последней секции и опять используем ту же технику, которую использовали с противоположной стороны. Выделяем выгнутую диагональ от лица, распределение Т-образно пробору, подъем 45 градусов, линия среза круглая, повторяющая форму головы. С этой стороны уже проще, тут есть опоры с двух сторон и между ними рисуем силуэт. И последнюю прядь мы уже распределяем опять в натуральном падении. Теперь я покажу чисто сосуновскую технику сушки волос. Называется накрутка. Плоской щеткой стараемся накрутить волосы вокруг головы. Тем временем феном с соплом, теплым воздухом, то есть с минимальной температурой и максимальной скоростью обдува, идем за щеткой и также пытаемся накрутить волосы вокруг головы, но уже струей воздуха. Пройдя в одну сторону, перехватываем фен и расческу в другие руки и идем в обратном направлении. Главный момент, чтобы не перенаправлять волосы против роста. Этот способ позволяет создавать естественный объем и разглаживать чешуйки, минимально травмируя волосы. В конце остается только чуть-чуть зашлифовать кончики на круглую щетку. И как всегда, любая созданная форма требует доработки. Подчищаем периметр, прорабатываем линию параллельным срезом, чтобы сделать ее мягче, а в затылочной части попрядно прорабатываем глубоким параллельным срезом, чтобы сгладить линию градуировки.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Задавайте свои вопросы в комментариях, я буду рад на них ответить. И да пребудет с вами вдохновение. Увидимся в новых видео. Пока-пока.